Перекись водорода– это удивительное вещество с огромным спектром применения, от домашней аптечки до промышленных процессов. Ее возможности просто поражают. Перекись водорода H2O2– это молекула, состоящая из двух атомов водорода и двух атомов кислорода. Она обладает уникальными свойствами, которые делают ее незаменимой в различных сферах. Несмотря на то, что перекись водорода доступна практически в каждой аптечке, многие не полностью осознают ее потенциал и возможности применения. Давайте рассмотрим широкий спектр применения перекиси водорода в различных областях, начиная от медицины и косметологии и заканчивая бытовыми задачами. Перекись водорода– это бесцветная жидкость без запаха. Это удивительное химическое соединение было открыто в далеком 1818 году французским химиком Луи Жаком Тенаром. Изначально перекись водорода использовалась исключительно в качестве отбеливающего средства. Ее свойства делали ее незаменимым средством для отбеливания тканей и других материалов. В конце XIX века, благодаря постоянным исследованиям и экспериментам, были обнаружены антисептические свойства этого вещества. Это открытие стало настоящим прорывом в медицине и санитарии, поскольку перекись водорода оказалась эффективным средством в борьбе с инфекциями и бактериями. Более того, перекись водорода обладает дезодорирующим эффектом, способствуя устранению неприятных запахов. Но самое впечатляющее свойство перекиси водорода заключается в ее окислительной активности. При контакте с живой средой перекись водорода распадается на воду и кислород. Этот процесс, известный как окисление, приводит к уничтожению микроорганизмов за счет выделения кислорода. Таким образом, перекись водорода не только убивает бактерии и вирусы, но и обеспечивает организм кислородом, что способствует его заживлению. В медицине перекись водорода играет важную роль прежде всего как мощное антисептическое средство. Ее использование для обработки ран, ожогов и порезов является стандартной практикой благодаря ее способности уничтожать бактерии, вирусы и грибки, что предотвращает инфекцию и способствует более быстрому заживлению тканей. Перекись водорода также используется для промывания ран и ожогов, что помогает удалить загрязнения и стимулировать рост новых клеток. Более того, перекись водорода используется для промывания рта, что уменьшает количество бактерий в полости рта и предотвращает заболевания десен и зубов. Перекись водорода оказывает ценную помощь при лечении таких заболеваний, как ангина, стоматит и гайморит. При ангине перекись водорода используется для полоскания горла. Ее антисептические свойства уменьшают количество бактерий в горле и ускоряют процесс заживления. При стоматите перекись водорода используется для промывания рта. Это уменьшает воспаление и раздражение слизистой оболочки рта, а также убивает бактерии, вызывающие инфекцию. Гайморит или воспаление синусов также может быть облегчен при использовании перекиси водорода. Промывание носовых ходов раствором перекиси удаляет слизь и микробы из пазух, уменьшая воспаление и облегчая дыхание. Кроме того, перекись водорода широко применяется для дезинфекции медицинских инструментов и поверхностей. Ее окислительные свойства быстро уничтожают микробы, что делает ее эффективным средством для обеззараживания медицинских инструментов перед использованием. Перекись водорода используется для лечения бактериальных и вирусных инфекций желудочно-кишечного тракта. В таких случаях перекись водорода принимается внутрь. Также перекись водорода применяется в комплексной терапии, при язвенной болезни или хроническом панкреатите в целях уменьшения воспаления и стимуляции процессов заживления. В косметологии перекись водорода является весьма ценным ингредиентом. Во-первых, перекись водорода осветляет кожу и улучшает ее тон. Она способствует выравниванию пигментации кожи и уменьшению темных участков, что делает кожу более светлой, сияющей и моложавой. Кроме того, перекись водорода широко применяется для борьбы с угревой сыпью.
Ее антисептические свойства уничтожают бактерии, которые вызывают появление угрей, а также уменьшают воспаление и снижают активность сальных желез, что способствует предотвращению образования угрей. Наконец, перекись водорода – эффективное средство для уменьшения пигментных пятен на коже. Ее окислительные свойства разрушают меланин, осветляя пятна и делая их менее заметными. Перекись водорода часто используется в косметологии для приготовления различных косметических средств, таких как маски, пилинги и лосьоны. Маски, содержащие перекись водорода, улучшают состояние кожи, осветляют ее тон, сужают поры и снижают воспаление. Перекись водорода в составе масок способствует более глубокому проникновению активных компонентов в кожу, что повышает их эффективность. Лосьоны, содержащие перекись водорода, обладают антисептическими свойствами, что делает их отличным выбором для ухода за проблемной кожей. Они борются с бактериями, предотвращают появление угрей и воспалений, а также улучшают текстуру кожи. Один из популярных способов улучшения состояния кожи дома – это использование косметических масок, приготовленных из перекиси водорода, бадяги и лимона. Эти маски очищают кожу, устраняют пигментные пятна и мелкие морщины, а также увлажняют и питают кожный покров. Для создания маски с бадягой необходимо размолоть бадягу до состояния порошка и смешать ее с антисептиком до получения густой консистенции. После предварительной очистки кожи лица и рук наносим полученную массу и оставляем на 15-20 минут, а затем смываем водой. Маска помогает не только очистить кожу, но и улучшить ее текстуру. Для борьбы с пигментными пятнами и придания коже равномерного тонуса можно использовать маску с мылом, перекисью водорода и лимоном. Смешиваем чайную ложку мыла с антисептиком и добавляем несколько капель лимонного сока. Наносим полученную смесь на лицо на 15-20 минут. Затем смываем водой. Этот процесс не только осветляет пигментные пятна, но и обновляет кожу, делая ее более сияющей и ровной. Рекомендуется проводить эти косметические процедуры перед сном, так как они могут вызвать незначительное покраснение кожи. Пользуйтесь этими масками регулярно, и вы обязательно заметите положительные изменения в состоянии вашей кожи. Перекись водорода – полезное средство в борьбе с перхотью и укреплении волос. Ее антисептические свойства уменьшают количество микроорганизмов на коже головы. Кроме того, перекись водорода способствует удалению омертвевших клеток кожи, что снижает образование перхоти и улучшает состояние кожи головы. Для использования перекиси водорода в борьбе с перхотью добавьте ее в шампунь перед мытьем волос или используйте в качестве компонента маски для волос. Однако важно помнить, что перекись водорода следует использовать с осторожностью, чтобы избежать пересушивания кожи головы и волос. Поэтому рекомендуется разбавлять ее водой или другими мягкими ингредиентами. Кроме того, перекись водорода укрепляет волосы, стимулируя кровообращение в коже головы и улучшая питание волосяных фолликулов. Это способствует росту более здоровых и крепких волос, что делает их менее склонными к выпадению и ломкости. Хотите узнать о методе, который помогает при сахарном диабете, гипертонии и проблемах с желудочно-кишечным трактом? Доктор Неумывакин предложил 10-дневный курс лечения, основанный на применении перекиси водорода. Схема проста. Добавьте 2 капли, 3% перекиси водорода на 25 граммов воды. Пейте 3 раза в день натощак, ежедневно увеличивайте дозу на 1 каплю, пока не дойдете до 10 капель на столовую ложку воды. Другие полезные свойства перекиси водорода – отбеливание зубов. 1 раз в неделю чистите зубы смесью соды и перекиси. Это особенно полезно любителям крепкого чая, кофе и курильщикам. Осветление ногтей. Смочите ватный диск перекисью и протрите ногти. Неприятный запах пота может быть устранен с помощью перекиси водорода. Пот сам по себе не пахнет, но бактерии, живущие на нашей коже,
разлагают его, создавая неприятный запах. Перекись водорода обладает антисептическими свойствами, уничтожая эти бактерии. Она помогает регулировать работу потовых желез, уменьшая количество выделяемого пота. Протирайте подмышки ватным диском с 3% перекисью водорода. Делайте это 1-2 раза в день после душа или по мере необходимости. Не используйте перекись вместе с антиперспирантами. Перед применением обязательно проведите тест на чувствительность и проконсультируйтесь с врачом. Перекись водорода– незаменимый помощник в быту. Она отлично удаляет различные пятна с одежды, мебели и ковров. Благодаря своему окислительному действию перекись водорода эффективно разрушает органические загрязнения, такие как кровь, кофе, вино и другие пятна, делая их легкосмываемыми с тканей. Перекись водорода обладает мощными дезинфицирующими свойствами, что делает ее идеальным средством для обработки поверхностей, сантехники и посуды. Применение перекиси водорода на кухонных поверхностях, в ванной комнате или на посуде уничтожает бактерии, вирусы и грибки, обеспечивая чистоту и безопасность вашего дома. Перекись водорода – эффективный отбеливатель для белой и светлой одежды. Добавление перекиси водорода в стиральный порошок или использование ее в качестве пятновыводителя перед стиркой удаляет пятна и придает вещам более яркий и белоснежный вид. Кроме того, перекись водорода можно использовать для придания блеска зеркалам и стеклянным поверхностям. Просто нанесите небольшое количество перекиси на мягкую ткань и протрите поверхность, чтобы удалить пыль, пятна и придать ей блеск. Перекись водорода – полезное средство в борьбе с плесенью и грибком. Ее антисептические свойства уничтожают грибки и споры плесени на поверхностях, таких как стены, потолки, ванные комнаты или душевые кабины, что делает ее отличным средством для поддержания чистоты и гигиены в доме. Перекись водорода находит применение в различных отраслях, включая сельское хозяйство, химическую промышленность и ракетно-космическую промышленность. В сельском хозяйстве перекись водорода используется для защиты растений от болезней и вредителей. Она используется в виде препаратов для обработки почвы и растений, а также в качестве компонента препаратов для борьбы с грибковыми и бактериальными инфекциями. В химической промышленности она используется как окислительное средство или компонент в процессах синтеза органических и неорганических соединений. В ракетно-космической промышленности перекись водорода используется в качестве компонента ракетного топлива. В реактивных двигателях водород служит как окислитель, который реагирует с топливом, например, с горючим веществом, для обеспечения тяги. Важно помнить, что перекись водорода, несмотря на свои многочисленные преимущества, требует осторожного использования и соблюдения определенных мер предосторожности. Вот некоторые из них. Не рекомендуется использовать перекись водорода при повышенной чувствительности к этому препарату или при наличии аллергических реакций на его компоненты. Перекись водорода является агрессивным окислителем и может вызвать раздражение или ожоги при попадании на слизистые оболочки. Поэтому следует избегать контакта с глазами, носовыми ходами и другими слизистыми оболочками. Перекись водорода следует использовать только в разведенном виде, не превышающем концентрацию 3%. Более высокая концентрация может вызвать раздражение или ожоги кожи. Правильное использование перекиси водорода позволяет достичь желаемых результатов без риска для здоровья. На канале «Центр здоровья» вы сможете найти множество увлекательных видео, посвященных пользе овощей и фруктов, а также о различных заболеваниях и способах их лечения. Не забудьте поставить лайк под видео и поделиться им с вашими друзьями и близкими, чтобы помочь им также получить доступ к ценной информации. Спасибо за ваше внимание и интерес к нашему контенту. Мы надеемся, что наши видео помогут вам стать более информированными и заботливыми о своем здоровье и благополучии. До новых встреч на нашем канале.